Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные лепешки. Простая замена хлебу, всего лишь вода и мука и никакой раскатки. Здесь 240 граммов муки, я добавляю чайную ложку соли и также чайную ложку сахара. Также 480 миллилитров воды, или можно взять 250 граммов муки и пол-литра воды, 500 миллилитров. Вот посмотрите, у нас такое очень простое тесто, всего лишь из воды и муки, как в принципе на лаваш, только здесь оно у нас еще и жидкое. Добавляю сюда еще 1 столовую ложку растительного масла, у меня оливковое. Сковородку ставим на нагрев ниже среднего, прогреваем ее хорошо и также смазываем тонким слоем растительного масла. У меня сковородка с антипригарным покрытием. Берем 1 черпак теста и наливаем его по центру. Делаем нагрев чуть ниже среднего. Как только вы увидите, что уже хорошо держит форму наша лепешка, переворачиваем на другую сторону и жарим дальше, пока она подрумянится немножко с той стороны. Через минуту снова переворачиваем. И так делаем несколько раз, пока у нас лепешка не начнет румяниться, как лаваш. Смотрите, она даже надувается, как пита. И некоторые лепешки у вас могут получиться с карманчиком. Главное, чтобы у вас не было нигде повреждений на тесте, тогда у вас точно получится карманчик. А если не получится пита с кармашком, получится обычный лавашик. Вот такой вот. Без раскатки теста. Смотрите, я еще раз перевернула, и как здесь у нас хорошо уже формируется пита. Ну, сформируется так сформируется кармашек, а если нет, то я и не расстроюсь. Но все равно интересно наблюдать. Смотрите, сколько пузырей. Снова переворачиваем и румяним с той стороны. Где-то минуту-полторы. Все смотрите на глаз. По моим наблюдениям, лепешки на жидком тесте выпекаются дольше, нежели лаваш, который раскатывается из плотного теста, потому что здесь очень много жидкости. Нужно дождаться, пока она испарится, и только потом тесто начинает румяниться. Переворачивая с одной стороны на другую, мы таким образом просушиваем тесто. Посмотрите, уже похоже на лаваш, согласитесь. Осталось только подрумянить его. И посмотрите, какая красивая лепешка у нас готова. Ориентируйтесь по своей плите. Периодически я переворачиваю, пока они не станут вот такого красивого румяного цвета. Лавашики накрываем крышкой, чтобы они были мягкими. Кстати, на нашем канале есть рецепт классического лаваша, где вам нужно будет раскатывать тесто. Он получается намного вкуснее, нежели тот, который можно купить в магазине. Я оставлю ссылку в описании. Обязательно приготовьте, это легко, просто, но так вкусно. И вот посмотрите, какие прекрасные лепешки у нас получились. Они очень приятно пахнут лавашом, но я вам хочу показать одно отличие. Эта лепешка выпекалась на сковородке, которая была не сильно разогрета, когда я выливала тесто, поэтому она получилась больше похожа на лаваш. Эта лепешка выпекалась на сковородке очень разогретой, поэтому она немножко похожа на блинчик, и в ней меньше, вот внутри образовываются полости. А здесь, когда сковородка не сильно разогрета, когда вы выливаете тесто, получается очень похоже на лаваш. На каждую лепешку уходит где-то 7 минут. В моем случае я переворачиваю где-то через минутку каждую лепешку. Нагрев не делаю слишком сильным. У меня духовка, то есть плита, максимально 9, я делаю что-то 4-5. И когда выливаю тесто, немножко можете подождать или взять другую сковородку, если хотите, чтобы максимально было похоже на лаваш. Если вас устраивает вариант, когда вот так вот похоже чем-то и на блинчик, то в принципе можно на разогретой сковородке выпекать. Вы когда вот блинчик на разогретую сковородку выливаете, то на нем сразу такая куча мелких пузырьков воздуха выходит. Здесь то же самое получается. Если сильно раскаленная сковородка, то вот тесто ведет себя как блинное. Если сковородка не разогрета сильно, когда вы выливаете тесто, то оно ведет себя вот как лавашное. Оно не пузырится вот так вот мелко, а наоборот такие большие пузыри получаются. Лепешки очень эластичные, посмотрите. Пахнут действительно лавашом. И если вот разорвать, то они тоже такие слегка резиновые, но я бы сказала, как и лаваш, они более влажные. Я думаю, что вы и на видео это видите, что лаваш, он более сухой, а здесь, вот что-то среднее между блинчиками и лавашом. Очень вкусно. Лепешки действительно очень вкусные, с отчетливым вкусом хлеба. Обязательно попробуйте.
Классный вариант, если у вас закончился хлеб и вы быстренько хотите сделать вот такие вот простые лепешки. Мне, если честно, они даже нравятся сами по себе, потому что я люблю хлеб, лепешки, лаваши в любом исполнении, поэтому мне даже вот просто так с чаем или в сухомятку можно съесть. А представьте, если еще взять кабачковую икру, намазать, да такая же вкуснятина у вас получится. Поэтому обязательно пробуйте, не нужно раскатывать, все легко, просто чуть дольше нужно выпекать, нежели обычный лаваш. Всем пока, до новых вкусных рецептов!